まだまだ龍が我が敵を食らう。龍神の剣をくれ。お狐様の導きだ。カトン温泉から出発。Wake up to reality. Охайо. Ну что, овергеймеры, пришло время выпустить еще один гайд от ноунейма, задрачивающего на Кирика. Если ты новичок и решил поиграть в Overwatch, увидев глубокий лор, интересные механики и ярких персонажей, то удаляй. Что ты найдешь в этом видео не только гайд на Кирика, но и полезные советы для начинающего Кирика мейнера, а также топ-10 ошибок игроков на данном персонаже. Если ты хочешь начать мейнить Кирика или только думаешь над тем, кому посвятить время, которое дано тебе на развитие личной жизни и социальных навыков, то это видео поможет тебе разобраться в этом замечательном и многогранном герое и сформировать собственное мнение о том, подходит она тебе или нет. При этом, если ты уже Кирика мейнер, наиграл на ней 1000 часов и ищешь новые фишки и приемы, то возможно ты тоже сможешь найти его полезным для себя. Ну или написать в комментах, что я подпивас, не шарю в игре и вообще мой потолок это Мерси, но я спокойно отношусь к любой критике, потому что, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Что ты Кирика? Кирика считается одним из самых универсальных и нестандартных саппортов в игре. При игре за нее требуется уметь быстро переключаться между дамагом и хилом, находить нетривиальные пути атаки и отступления и креативно подходить к игре в целом. В этом гайде я расскажу о Кирика все, что может быть полезным для тебя, чтобы лучше понять механики этого героя и стиль игры за него. В сети есть немало гайдов как на русскоязычном ютубе, так и на зарубежном, однако большая часть из них делается для игроков, которые уже понимают, как играть, знают основные механики и им просто хочется узнать о каких-то новых фишках героя. Я делаю этот гайд с расчетом на то, что человек только начинает играть на саппортах и многих вещей не знает. Итак, начнем с основы. Кирика – герой класса поддержки. Основная задача героев этого класса – лечение союзников и помощь в убийствах. Если говорить глобально, то саппорт должен делать все, чтобы союзники выживали. Звучит не так сложно, верно? Саппорты также делятся на мейн-хилов, это те, кто большую часть времени хилят, и офф-хилов, которые помогают команде не лечением, а чем-то другим. Кирика же может быть как мейн-саппортом, так и второстепенным, благодаря достаточно высоким значениям как от хила, так и урона. И раз уж я начал говорить о том, кто чем помогает, перейдем к ее умениям. Пассивная способность – лазание. Кирика имеет пассивную способность лазания по стенам, что является основным способом передвижения и позиционки. Если вы только сегодня купили компьютер и начали играть в игры, то пассивная способность – это та, для которой не нужно нажимать специальные кнопки и которая не имеет перезарядки. Она работает всегда. Чтобы лучше овладеть лазанием по стенам, я советую воспользоваться разделом «Своя игра» и попрыгать в режиме паркур. Способность – быстрый шаг. Быстрый шаг, или как его обычно называют ТП, это сокращение от телепорт, это самая имбовая обилка эскейпа, которая существует в данной игре. С помощью этой способности вы можете навестись на любого союзника в пределах дистанции и буквально телепортироваться в его сторону. Я не говорю ни о каких метрах, потому что никто не будет бегать с линейкой и измерять расстояние, просто если вы наводите прицел на союзника и он выделяется, значит можно телепортироваться. Способность Сузу. Сузу – одна из тех способностей, которую ненавидят противники и обожают союзники. С помощью этой маленькой бомбочки вы делаете себя и союзников на долю секунды неуязвимыми к абсолютно любому виду урона. Кроме того, она снимает абсолютно все негативные эффекты. Единственное, что она не может после недавнего обновления, это поднимать земли после шаттера Райна. Лечение. Целебная Афуда. Кирика выпускает 10 листиков по 2 за раз, которые автоматически следуют за союзником, пока не долетят до него или пока не наткнутся на стену. Если они светятся желтым, значит они летят за союзником. Если синим, то ты рукожоп, значит они не летят за союзником. Однако если же они все-таки в него попадут, то тоже отхилят. Кирика лечит на 130 хп, если все 10 листиков летят в союзника, это значит, что 2 таких листика лечат на 26 хп. Для большего понимания, 130 хп это примерно половина здоровья обычного сквиша. Ультимейт. Рывок Кицуне. Лиса считается одной из самых сильных обилок в игре. Ульта длится 10 секунд, а герой, находящийся на ней, получает плюс 30% к скорости передвижения, плюс 50% к скорострельности, минус 50% к восстановлению умений. То есть за то же количество времени он может нанести в 2 раза больше урона и использовать в 2 раза больше обилок. Кирика буквально на 10 секунд делает из своей команды просто машины для убийства. Зачастую вовремя выпущенная Кицуне разворачивает файт на 180 градусов, если вдруг ваша команда сосала. И иногда даже позволяет выиграть файт при игре 4 в 5. Итак, со способностями разобрались, теперь перейдем к стрельбе.
Обычно, начиная этот раздел, в гайдах на Кирика все советуют сделать две вещи. Первое, поменять местами кнопки хила и атаки, потому что хил у него на левую кнопку, а атака на правую. Второе, поменять сенсу. Я не менял кнопки, потому что стрелять на ЛКМ для лузеров. Настоящий Кирика мейнер может стрелять и на Alt F4. А вот насчет сенсей, это то, что нужно сделать вот прям точно. По умолчанию оно установлено на целых 15%, так что любое неверное движение мышью ты крутишься как ебучая юла и ловишь приступы эпилепсии. Чтобы этого не происходило, стоит установить чувствительность мыши в диапазоне от 3,5 до 5,5 при 800 dpi. Да, поначалу это будет неудобно, особенно если вы играли до этого на высокой сенсе, однако когда вы привыкнете, это значительно облегчит аим и повысит мобильность, что поначалу может показаться неочевидным. Еще я бы порекомендовал убрать нахуй вот это отображение оставшихся листиков по центру экрана, так как это абсолютно бесполезная информация, которая занимает лишнее место на экране. Мы и так можем видеть их количество в правом нижнем углу рядом с количеством снарядов. Кроме того, лучше отключить использование CF-худы разом и контролировать ее количество с зажатием кнопки мыши. Итак, сенсу настроили, кнопки поменяли или не поменяли, и можем наконец перейти к самой стрельбе. В игре существует всего два вида снарядов, это хитскан и прожектайл. Хитскан – это когда пуля достигает цели в момент соприкосновения прицела с моделькой противника. Кроме того, у хитскан оружия уменьшается урон в зависимости от дальности. Прожектайл – это снаряды, которым требуется время, чтобы достигнуть цели, однако у них урон не уменьшается от расстояния. Как вы могли заметить, кунай Кирика – это прожектайлы, так что для того, чтобы попасть в противника, нужно стрелять не в место, где у него находится голова прямо сейчас, а в место, где она окажется в момент, когда кунай долетит до него. Звучит страшно, но на самом деле не так сложно, как кажется на первый взгляд. На низких рангах большинство игроков движутся довольно предсказуемо и срут в штаны, когда видят, что саппорт не убегает от них, а бежит раздавать пиздюлей. Так что при небольшой практике вы сможете дуэлить на Кирика большую часть тонких героев. Один кунай наносит 40 единиц урона в тело и 120 единиц в голову. Так что если будете попадать в голову, станете лучшим ДД в команде. Поначалу, когда вы будете видеть цифры в 15-20% меткости, вам может показаться, что это очень мало, но на самом деле даже на высоких рангах процент меткости у игроков на Кирика не превышает 35-40%, а у игроков в топ-10 50%. Обычно советую стараться особо не прыгать во время стрельбы и удерживать прицел по прямой горизонтальной линии, но я скажу, что это хуйня ебаная, и в реальной игре, если вы просто будете стрейфиться влево-вправо на одном месте, вас будут быстро убивать. Так что лучше всего сразу учиться попадать в прыжки и в приседи, так как вы часто будете оказываться в ситуациях, когда нужно упасть откуда-нибудь сверху, оттолкнуться от стены или запрыгнуть в окно, и в полете сделать первый выстрел прямо в голову. Часто такие выстрелы могут банально напугать противника, и он в следующий раз несколько раз подумает перед тем, как снова вступать с вами в схватку. Это сложно, но гораздо проще научиться этому сразу, чем переучиваться потом. Поговорим немного о самом стиле боя. Как это ни парадоксально, Кирика, сама будучи саппортом, является фланкером, то есть она заходит с фланга или со спины и кошмарит саппортов противника и дальников, наводя суету в бэклайне. Причем она единственный фланкер-саппорт в игре. Мойра мейнеры нет, вы не фланкеры. И играя за Кирику, не трогайте Бригитту, пожалуйста, в 90% случаев она вас выебет. Если рассматривать стиль Кирика более узко, то, как и любой фланкер, она дуэлянт. Это значит, что она хороша в сражениях 1 на 1, но плоха в битве с несколькими противниками. Так что, начиная схватку, стоит понимать, что если подключится кто-то еще, нужно съебывать в ужасе, так как в большинстве случаев Кирика не вывезет такой бой и погибнет. Кроме того, несмотря на то, что Кирика стреляет без потери урона и в теории может перестрелять даву, комфортной для нее дистанцией является ближняя. Так что не стесняйтесь сокращать ее и садиться противникам прямо на лицо. Если это, конечно, не рипер или генджи, от них держитесь подальше, ну его нахуй. Кирика хорошо кооперируется с дайв-танками, такими как Винстон, Хомяк или Дива, или фланкерами, такими как Трейсер или Генджи, благодаря своей мобильности и способности в любой момент выйти из файта. Итак, в общем-то, это вся база, которую необходимо знать при игре на Кирика. Это видео получается очень длинным, поэтому я делю его на две части. В следующей части я дам несколько полезных советов при позиционировании на Кирика и в целом по геймплею, а также расскажу о топ-10 ошибок игроков на Кирика. Если это видео было для вас полезным, то поставьте ему лайк и поддержите подпиской начинающего блогера по овердрочу, здесь будет много еще полезного и интересного.